Привет, друзья! Сегодня у нас опять выпуск «Наши в Испании», и у меня сегодня необычная гостья Лидия. Она 14 лет живет в Норвегии и приехала в Испанию отдыхать и хочет рассказать о своих стереотипах об Испании, а я буду их подтверждать или опровергать. Ну что, поехали разбираться. Лида тоже ведет очень интересный и увлекательный канал о Норвегии, также рассказывает о жизни иммигранта там, то есть она уже 14 лет, знает не понаслышке, какова жизнь в северной стране. Заходите на ее канал, называется «Жизнь в стране троллей». Троллей. И сейчас, еще перед тем, как мы начнем о стереотипах, она расскажет, почему норвежцы выбирают Испанию в качестве туризма, почему они любят сюда приезжать в отпуск летом. Почему любят приезжать? Потому что, во-первых, дешево по сравнению с Норвегией, во-вторых, очень тепло по сравнению с Норвегией. Затем есть лоукосты практически круглый год, то есть летают самолеты за небольшие деньги, можно добраться до Испании, что, например, невозможно с той же самой Греции или Португалии, потому что там лоукостов нет. Да? То есть там есть только чартеры в летний период. Даже в Турции такого нет, как из Испании. И очень многие норвежцы покупают здесь жилье и проводят, например, на пенсии где-то полгода именно в Испании. Да, хотела добавить, у нас есть такой город недалеко от Малаги, Фуенхирола, в котором живет очень много скандинавов. Больше всего я знаю шведы, финны, и я так думаю, норвежцы тоже есть. Да, скорее всего, да. Да, я видела даже норвежскую церковь в районе между Фуенхиролой и Марбеей. У них есть такая церковь, называется Церковь моряков. Церковь моряков? Обычно в таких вот, да. Но она немножко подальше чуть-чуть от моря, так на горе, но я видела тоже, да, норвежскую церковь. Да, потому что наш самолет был весь забит туристами. Но вот мы приехали в город Торремолинос, возле Малаги. Ни одного норвежца там нет в отеле. Мы, конечно, скучаем. Ты слышала норвежскую речь, да, у нас еще один есть ребятенок рядом, но он занят. Хорошо, ну давай перейдем сейчас к стереотипам об Испании, какие у тебя есть. Да, это не только мои стереотипы, это то, что я слышала от других, да, и будут относительно мои стереотипы. Конечно же, они будут нести негативную окраску, но это обычно закономерно, если ты вот именно слышал об этих стереотипах о других нациях, они имеют негативную окраску, чтобы как-то себя немножко обезопасить, возможно, либо немножко превысить. Переходим к стереотипам. Но первое, даже вот я сама заметила, что у вас здесь очень дешевый алкоголь. Вино вообще как вода по цене. И вот любопытно, у вас вообще люди спиваются здесь? Как вот, есть ли здесь проблемы с алкоголем? Все-таки есть другая культура питья? Нет, тут другая культура питья. И я сколько это замечала, испанцы пьют, можно сказать, каждый день. Если вот так если бы был это наш человек, то он бы уже спился. Потому что он просто не может становиться один бокальчик и все, или там два бокальчика. А для испанцев нормально выпить там один бокал пива, один бокал вина. Может даже и в обед, и на ужин. Но такого, чтобы прям постоянно пьяных, я тут не вижу людей. Это у них как культура, они просто сидят, разговаривают. Для них это просто как аперитив. Это не то, что нужно напиться до, не знаю, до какого состояния. Да, конечно, студенты, все студенты мира, я так думаю, бывают, напиваются и так далее, но обычно такого среднего возраста, да и пожилые, я не видела никого пьяных. Мне кажется, это еще зависит от нации. Я читала исследование, что 1 единица для женщин и 2 единицы для мужчин – это норма, это даже хорошо для здоровья, для мозга, для сердца. Но вот, конечно же, больше уже ничего позитивного не несет. Но вот я даже слышала историю про норвежцев, поскольку я живу в Норвегии, что очень многие норвежцы, когда сюда приезжают и видят этот дешевый алкоголь, у нас просто другая совсем система, там у нас монополия на продажу алкоголя, он очень дорого стоит, и только в определенных магазинах, из-за того, что было очень много пьянства в старые времена. И норвежцы сюда приезжают, алкоголь дешевый, делать им здесь нечего, только на солнце лежат, поэтому они либо спиваются здесь, откровенно пенсионеры, либо себе ставят вот именно рамки. Мы пьем только в среду, в пятницу, в субботу, больше нам пить нельзя, или это может плохо закончиться. По расписанию, прям как доктор прописал. Да. А что делать? У нас вот это вино, у нас ниже 10 евро вино не стоит, вообще никакое. Да, а у вас можно и за 2, и за 3 купить. И за 1. И даже за 1. Да, и за 1, причем нормально. Я находила столовое белое вино, вообще отличное. Только сейчас куда-то оно пропало. Не знаю почему. Следующий стереотип. Ну, я, кстати, раньше просто бывала в Италии, да, и мне кажется, здесь что-то похоже. В Италии, в Испании, по крайней мере, бытует такое мнение, что испанские мужчины маменькины сынки, что они очень вот любят своих мам, живут с мамами очень долго. На самом деле это так или все-таки не совсем? Вот я так думаю, это 50 на 50 и в Испании, и в Италии. Не могу сказать за всех испанцев, все мои знакомые, то есть и мой муж, и его друзья, никто из них не маменькин сынок, если в таком нашем понимании. Многие рано начали работать, то есть и отделились, и жили уже отдельно от мамы.
Но мама здесь очень сильно почитается. Наверное, поэтому, сравнивая с нашей культурой, кажется, потому что они каждое воскресенье приходят там на обед, ну, там вместе. То есть тут принято вообще, в принципе, семейственность очень сильно развита, и люди всегда поддерживают. Всех бабушек, дедушек, собираются большой компанией, и поэтому, мне кажется, что они вот все только с мамой. Просто мама, она как бы как сказать, авторитет, главная, глава в семье, да, естественно, она часто звонит своим детям всем, чуть ли не каждый день, но это не означает, что это прям маменькин сынок. Хотя есть люди, как и в нашей культуре, в принципе, также есть, которые и как за мамой там и живут с ними. Но почему живут еще не с родителями так долго? Я считаю, что они живут, часть людей долго с семьей. Это связано именно с экономикой страны, потому что на самом деле очень большая безработица, что в Испании, что в Италии, особенно на юге именно страны. И плюс дорого стоит аренда жилья, то есть не сразу там люди находят, то есть у них просто нет физических возможностей, экономических возможностей жить отдельно. Но кто может, естественно же, отделяется. Хорошо, значит, этого можно не бояться. Да. Так, следующий вопрос. Это, я думаю, что все про это знают, про эту вечную маньяну, да, что все время все откладывается, живется вот на расслабленном состоянии. Но это, наверное, на самом деле так? Я считаю, что да. Хотя небольшой такой момент, да, испанцы, они очень расслабленные, они не переживают, то есть у них нет такого, что вот прийти, там, вот у нас там день рождения там в 5 вечера, вот, все, мы к 5 вечера придем. Я даже когда спрашиваю, говорю, а во сколько день рождения? Он такой, не знаю, в смысле сегодня, оно сегодня. То есть ты можешь на 2 часа, но через 3 часа прийти, то есть ничего страшного, никто там не обидится, нет такого. Или там встречаешься с друзьями, то есть может там на полчаса, или там, то есть пока все соберутся. Хотя есть пунктуальные люди, есть даже, которые реально хотят, чтобы там, или кто-то там привыкли. Вообще, я извиняюсь, что перебиваю. Вообще у вас, наверное, невротиков здесь нет, да, которые будут себе думать, боже мой, я опоздала, мне бы все успеть, там вовремя все сделать. Такого здесь нет. Есть разные люди. Большинство нет, но есть люди, конечно же, которые переживают. Я не могу всех под одну гребенку, то есть это как все стереотипы, да, это все стереотипы. Есть разные люди, но есть такой же момент. Многие думают, что маньяна на расслабоне, даже вот тут, особенно мы на юге, там андалусийцы такие ленивые и все такое, но вы посмотрите на официантов или тех, кто работает в отельном бизнесе. Они вот все лето вообще практически без выходных, если только один выходной в неделю. Официанты вообще бегают целые сутки, я не знаю, на ногах там 12 часов, то есть они не встают, то есть это вообще без перерыва. И сказать, что люди ленивые совсем, то есть у них только маньяна и ничего не делают и не работают, а также в кафе тут принято то, что сам хозяин, потому что рабочий труд очень дорогой, в Испании, я так думаю, в принципе, вообще в Европе, поэтому многие хозяева, они также работают, только как официанты, то там тоже помогают, то есть они как и администраторы, то есть они не сидят и просто так собирают себе выручку, там, прибыли. Да, если это твой бизнес, то ты в нем полноценно участвуешь. Вот, все, пояснили. Это такой стереотип, либо байка, которая ходит, что в Испании нет работы даже для местных, что работу вообще не найти. Что ты скажешь по этому поводу, по крайней мере, на юге Испании? На юге Испании безработица действительно большая. Я смотрела, в Андалусии она порядка 19%. Там зависит от возраста. Да. В среднем по Испании где-то 13%. То есть меньше всего безработица это на севере Испании, но Мадрид и север, там страна Басков, Каталония. То есть вот это такие, можно сказать, благополучные регионы в плане работы. Андалусия нет. Но тут не то, что нет работы. Много работы низкооплачиваемой, как бы я сказала. На самом деле работа есть, но много она низкооплачиваемая. То есть платят минимум 950 евро. Если сравнивать с зарплатой, не знаю, в России, Беларуси, кажется, да, это большая сумма, но на самом деле нет. Жизнь дорогая. В Малаге, допустим, аренда жилья за пандемию, то есть за последние 2 года выросла на 200 евро. То есть тут уже двухкомнатную квартиру снять уже от 700 евро. И что такое 950? Что такое 950? Если вы живете вдвоем, еще как-то можно, когда каждый хотя бы минималку получает. Если человек один, то есть даже комната сейчас уже где-то 300 евро минимум. То есть, это небольшие деньги. Поэтому люди пытаются искать, естественно, получше работу, а ее уже не так. То есть это уже более высококвалифицированная, то есть не все владеют какой-то там специальностью или профессией, поэтому... И также, например, переизбыток учителей. Чтобы работать учителем, учителя приличная зарплата, может 2000 евро, может там брутто, там по-разному, в зависимости от региона, там и 2500 бывает, минимум где-то 1700, где-то, то есть нормальная зарплата для Испании, то есть спокойно, то есть все к ней стремятся, потому что это государственное, если ты получишь фиксированный контракт, то все, до пенсии ты обеспечен, как считается тут. Коммунальная работа всегда. Да, но сложно попасть, во-первых, очень много тут контрактов коротких в Испании, и получается, что
все время ты не знаешь, сколько ты будешь, 3 месяца, полгода, потом тебя опять, тут ты вообще даже не попадешь на контракт, потому что на время нужно сдавать экзамены, чтобы попасть на какой-то контракт. Ну, это очень тяжело на самом деле. И еще, я так поняла, очень большое количество кадров именно выпускается в университете, соответственно, их переизбыток, чем количество мест. Плюс еще и места как-то, они так их распределяют очень странно. То есть они периодически так раз в полгода, там, когда появляются, вот свободные места, так, теперь ищем людей на них. То есть и ты не знаешь, когда, то есть ты не можешь в любой момент взять и пойти устроиться на работу в школу. И это не так. Это как лотерея, повезет, не повезет. Успел ты там увидеть, посмотреть? Либо ты там супер-супер уникум, когда ты выучил там вообще на 10 баллов из 10, тогда у тебя есть шанс. А если у тебя еще нет опыта, они складывают твои знания плюс еще опыт, и, соответственно, у тебя повышается шанс получить контракт, хотя бы даже временный. Это особенно если ты только выпустился, естественно, у тебя никакого опыта нет. Ну да. Так, следующая байка, либо стереотип, еще пострашнее Фредди Крюгера. Я слышала, что вообще надо за детьми здесь следить, потому что детей воруют. Дети сами в школу не идут, всегда должны быть сопровождающие. На детских площадках тоже за ними всеми следят. То есть дети сами одни нигде не ходят. Это правда или нет? В чем вообще? Почему? Откуда это вообще байка пошла? Не, я так думаю, во всем мире есть такие вещи, как воруют детей или какие-то там криминал. Просто, естественно, это больше поднимается тут и везде показывается и по телевизору. Так же, как когда если кто-то убил женщину или какое-то там насилие над женщиной, это просто поднимается, такой шум нереальный. То есть поэтому это не то, что это есть вообще во всех странах. У нас некоторые более замалчивается. Тут это, естественно, это очень сильно расследуется. Не могу сказать, что такое случается каждый день. Есть такие случаи. И испанцы очень любят детей. И плюс, я так понимаю, защита вообще на уровне государства и вообще в целом. То, что я смотрела, все колледжи, все школы, они, во-первых, огражены забором. Любой незнакомый человек туда не зайдет. То есть это родители, либо тот человек, у которого есть там какая-нибудь доверенность, то, что он может забрать этого ребенка. И также по закону вообще до 12 лет, по идее, не говорю, что это все прям все так делают, но до 12 лет ты должен отводить ребенка, его забирать там в школу. Но это больше, мне кажется, действует и вообще по логике для крупных городов. Если ты пойдешь в каком-то Пуэбло, маленький городок, здесь там дети, естественно, ходят и сами в школу, то есть не так, что все друг друга знают, все и так друг за другом следят, там немножко уже другая вещь, это другой менталитет. Поэтому, допустим, мой муж, он вначале из маленького города, теперь тут живет уже, но и там он никогда, говорит, в детстве все время, то есть он сам ходил, никакого такого не было. То есть там люди и так друг за другом стоят, все друг друга знают, кто кому, чтобы... Знаешь, наверное, минусы больших городов. Во всех больших городах во всем мире будет такая проблема, что за детьми надо следить. Я так думаю, да. Ты не отпустишь так спокойно, ты же не знаешь, есть неблагополучные районы, как в любом городе мира, также. То есть ты такого не слышал, по крайней мере, что, например, там цыгане каким-то там крадут детей? Постоянно нет. У меня много друзей, которые дети, нет такого, что они там постоянно что-то беспокоятся. Нет, они, отвозят в школу, но это нормально, просто забота, естественно. Понятно. Это, наверное, просто такой, гипертрофированная такая забота, да? То есть... детей тут очень любят. Так, и давай еще такой стереотип, что испанцы плохо говорят на иностранных языках, например, на английском. Это правда или нет? Я считаю, что да. Хотя, как говорит мне муж, когда он там приехал в Россию, там по городам у нас не говорят. Я говорю, я точно так же могу сказать, что я поехала в те же города, тут небольшие, и никто не говорит там по-английски, только все по-испански, все у на испанском. Тут сейчас усиленно пытаются обучать как народ вообще английскому языку, потому что очень много школ билингу, как называется, то есть двойной язык, то есть часть предметов ведется на английском, не просто английский, то есть как предмет, а именно часть предметов ведется на английском языке, либо некоторые есть там на французском, смотря какой язык какой-то выбираешь, либо французский, испанский, либо английский, где-то даже бывает два языка. Но это не частные школы, это чаще всего частные, но есть и обычные, есть и обычные. По обычным, конечно, не так часто, но в частных это практически постоянно то, что есть. У нас часть у друзей, одного учится именно по французской, то есть в школе, у другой там английский, да, и он так уже немножко, то есть детям лет 7-6, и они тоже так немножко могут говорить что-то, то есть будущее поколение. Да, я думаю, будущее поколение изменится, то есть в принципе как у нас, то есть естественно пожилое поколение тут старшее, оно вообще не говорит ни на каких языках. Среднего возраста зависит от человека, кто-то учил, кому нравится путешествовать, кто-то знает, или хотя бы, по крайней мере, на бытовом уровне, что ты кто-то наоборот учил, кому нравится, то есть есть разные люди. Поэтому уже, я думаю, постепенно это изменится. То есть это
во всем мире мы идем к глобализации, изучению это да. языков. Чем больше знаешь, Просто тем я, лучше. знаешь, заметила, вроде бы мы в курортном городке живем, да, и там очень много туристов со всего мира, ну, скажем так, из Европы, да. Да. Я понимаю, что к вам тоже приезжает очень много испанских туристов за солнышком, но все равно вот встречается, например, в кафе, да, официанты не говорят по-английски, либо продавцы мороженого не говорят по-английски. Это, конечно, немножко удивительно. Да, бывает, и это очень странно, конечно, особенно для курортных городов. Ну да, да. Хотя ко мне, наоборот, если я иду не с испанскими друзьями, там, не с мужем, ко мне часто то, что я, естественно, что я видно, что я не испанка, и ко мне часто обращаются на английском. Хотя мой английский совсем не идеальный, мне на нем сложно говорить, сложнее, и испанский я хорошо знаю. И я все время перехожу на испанский, ну, смотря где, просто некоторые кафе я замечала, мне такие, все равно продолжают на английском. Я говорю, да я на испанском все понимаю. Либо иногда думают, что я что-то не понимаю, когда я пошла в магазин, я помню, мне нужно было купить зонтик в конце мая месяца. Тут, когда уже жара, 30 градусов. Это был уже все, это уже первый признак, что что-то тут не то. Да, и продавщица начала мне изображать зонтик. Я говорю, да, зонтик, мне нужен именно зонтик. Она думала, может быть, я испанский не знаю, может, что-то перепутала. Я говорю, нет, мне нужен зонтик, мне просто нужно ехать в северную часть, где есть дожди. Ну да. Надо подтвердить 2 раза, 3 раза. Да. Потом мы все-таки нашли где-то там в закоулках, все уже спрятали, естественно, лето, никаких зонтов не продается. Я знаю, что еще подумала, почему, например, вот в наших странах, да, допустим, там, в России, Беларуси, там, Украине, не так хорошо знают английский, как в той же самой Северной Европе, да, и то же самое в Испании, а то, что у нас все фильмы иностранные, например, английские, американские, они с синхронным переводом, а в Северной Европе, в тех же самых Нидерландах, у них просто идет, субтитры идут. То есть текст, ну, то есть говорят на английском, то есть оригинальный язык, и просто идут субтитры на своем языке. Да, я слышала об этом. Проще впитывать язык, тот же самый английский с детских лет. В Испании, конечно, такого нет постоянно, то есть есть отдельные кинотеатры. В Малаге, например, именно такой нестандартный кинотеатр, как бы сказала, авторского кино, где там проходит фестиваль Беснага ежегодно в Малаге, и плюс нам показывают все время европейское кино, которое не кассовое, и там все время на языке оригинала с субтитрами. Мне он очень нравится, если хочешь, можешь сходить, это рядом с театром Романа, Римский театр, там старинное такое здание, там очень классные бывают фильмы. Ты туда ходишь? Да, периодически хожу. Я обычно вот на кассовые не хожу. Лайфхак, да, Наташа. Да. Если хотите что-то необычное, сходите в этот кинотеатр. Да. Ну и последний стереотип, я даже думаю, это не стереотип, а просто так, ну, такое вот мнение, да, то, что испанцы очень религиозные, очень верующие. Но это, мне кажется, можно сказать обо всех, кто является католиками. Ну, как вообще твое мнение? Они очень религиозные? Или все-таки это... Раньше я, наверное, тоже так думала. Особенно, когда я смотрела карту праздников на год, открываю, и ни один праздник нет такого обычного, который просто общественный, не связанный никак с религией. У них абсолютно все праздники с какой-то святой, в принципе, либо какой-то там, я не знаю, пасхальная неделя, либо еще там Рождество, все связано, все праздники, хотя многие уже утратили немножко смысл такой напрямую религиозный, то, что они просто поддерживают традицию, испанцы в этом молодцы. И Андалусия считается вообще самой религиозной частью Испании. Тут самые масштабные пасхальные недели, самые, ну и красивые, именно в Малаге и Севиле. Это два самых, красивых города в этом плане. И приезжать именно в апреле, в апреле, когда каждый год, когда меняется, конечно, апрель, май, март бывает, по-разному это неделя. Но когда посмотришь, походишь по этим праздникам, и ты видишь, что люди просто наслаждаются. Для них это самый главный праздник. Общение, да, точно так же, выпить, пообщаться. И как-то со святой есть люди, которые прям такие, прям очень набожные, которые реально то, что серьезно относятся к этой Семана Санта, как называется, пасхальная неделя. Но чаще это даже в Севиле. В Малаге вообще попроще. Малага культурный город, интернациональный, космополитичный. И тут вообще чувствуешь себя, мне кажется, любой достаточно комфортно. И нет такого, что у тебя там прям как-то религия. Тут нет. Это просто страна жизни, которая в Испании остается, и они ее поддерживают, я считаю. Но у вас действительно очень такие красочные праздники. Да. Особенно в Андалусии, я считаю, мне кажется, фольклорные именно костюмы для меня лично самые красивые в Испании. Я разные видела в разных городах, обычно там юбка, может быть, там какая-то кофта, а в Андалусии все-таки девушки, вот это платье фламенко, и, не знаю, красивее мне я не видела лично. Может, кому-то что-то другое нравится, но мне нравится фламенко, мне нравится музыка фламенко, и костюмы реально очень красивые, тем более, особенно если в Малаге наряжаются, но еще не так. А вот если в Севиле вы поедете там на ярмарку, она апрельская называется, бывает в конце апреля, начале мая. Это зависит от Пасхи, она проходит все время через 2 недели после Пасхи. И там народ вообще строго относится именно
к дресс-коду, то есть там нельзя прийти без платья, там, то есть нельзя прийти в шлепках, нельзя прийти в шортах, то есть мужчины в пиджаках, там не важно, что жарко, не жарко, то есть вообще севильцы, они считаются местные пижоны, вообще Испании. Понятно. То есть они вообще одеваются всегда красиво. У нас есть друзья оттуда, и я это подтверждаю. Консервативные. Не то, что консервативно, в плане одежды обязательно должны быть с иголочки. Вот как интересно. Сейчас же у нас тоже близится праздник Ивана Купала, только по-испански, да, по-европейски. Ты вообще пойдешь на этот праздник? Будешь смотреть? Да. Как он называется у вас? Сан-Хуан. Сан-Хуан. Сан-Хуан – это праздник, когда сжигают огни, но тоже как это наступает лето. В принципе, Да. в Испании, как во всей Европе, лето наступает с 21, как после солнцестояния, с 21 июня. И как раз Сан-Хуан, это, можно сказать, так, солнечное стояние, и то, что начинается лето, то все празднуют, будут фейерверки. На самом деле я на нем еще ни разу не была. То есть вот за 4 года тут я живу. Было 2 года пандемии, когда все было закрыто, ничего не работало. До этого, перед этим год мне просто не получилось. Мы когда уезжали, тоже мне не получилось посмотреть. Но в этом году я хочу, по крайней мере, посмотреть. Хотя некоторые, все по-разному относятся к этому празднику. Кто-то мне говорит, невозможно из петарды, шум, невозможно уснуть. Не знаю. Хочу невозможно уснуть. хочу вначале увидеть, а потом уже сделать вывод, стоит да. это, мне нравится или нет. Поэтому пока не буду говорить, не знаю. Ну вот, я закончила со своими стереотипами, получила ответы. Друзья, надеюсь, вам было интересно послушать стереотипы или идеи об Испании. Мы их развеяли или нет. Развеяла. Пишите в комментарии. Нам очень интересно ваше мнение. Также у Лиды на канале выйдет еще одно видео вместе со мной, и мы расскажем вам разницу Северной Европы и Южной Европы. Сравним цены, много чего интересного. Так что тоже заходите на канал и смотрите, в будущем будет видео. Обязательно. Всем пока-пока. Адьос. До встречи в следующем видео.